Добрый день, друзья! Сегодня у меня сезонная консервация. Делаю заготовку на зиму из помидоров в собственном соку, без добавления уксуса. Такие помидорки пользуются успехом у многих хозяек. Рецепт крайне простой и быстрый. Консервированные помидоры в собственном соку очень вкусные и удобны тем, что можно подавать как закуску, а также помидоры и сок можно использовать для соусов и поджарок. Количество ингредиентов указано примерно на 3 литра консервации, но пропорции могут незначительно отличаться из-за плотности укладки. Для приготовления нам понадобятся помидоры, соль, сахар, томатный сок, перец душистый, лавровый лист и гвоздика. На 3-литровые баночки у меня ушло 4 килограмма помидор, с учетом самих помидорок и томатного сока. Плотные небольшие помидорки тщательно моем и выкладываем в чистые банки. Заливаем банки кипятком и прикрываем крышками. Убираем банки в сторону и приготовим томатный сок. Для сока я буду использовать лопнутые с дефектами овощи. Особенно удачно для этого рецепта можно пристроить крупные мясистые помидоры, которые не годятся для подачи на стол, но из них выйдет отличный томатный сок для заливки. Выжать томатный сок из помидор можно разными способами. Можно отжать в соковыжималке или просто перетереть через сито, отделяя кожицу и семена от овощей. Есть еще более быстрый способ – измельчить помидоры в блендере. И протереть через сито. Чтобы получить 1,5 литра сока, потребуется примерно 2 килограмма томатов. Сок отправляем в кастрюльку. Добавляем соль, сахар, специи и отправляем на огонь. С момента закипания варим 15 минут на среднем огне. Когда сок будет готов, сливаем из помидор воду и заливаем горячим соком. Ставим банки стерилизоваться на 15 минут. Обязательно на дно кастрюли укладываем полотенце. После того, как банки с помидорами простерилизовались, закатываем. Готовые баночки поставить крышками вниз на толстый коврик и укутать пледом. Оставить полностью остывать. У нас получились удивительно вкусные помидорки. Зимой угощение просто пальчики оближешь. Приготовленные таким способом помидоры сохраняют целостность и напоминают вкус свежих овощей. Незаменимая заготовка на зиму. Даже не стоит перечислять всевозможные варианты дальнейшего использования помидоров в собственном соку. Они прекрасно стоят всю зиму до самого лета, но хранить их лучше в темном, прохладном месте. Маринованные зеленые помидоры на зиму – очень простая и вкусная закуска, которая всегда под рукой. Сочные, ароматные, станут прекрасным дополнением к жареной картошке, гречневой или любой другой каше, или картофельному пюре. В общем, если вы любите соление, вот вам рецепт. Для приготовления нам понадобится на 3 литра примерно 2 килограмма зеленых помидор. Для маринада сахар, соль, уксус. Для заливки сладкий перец, чеснок и горький перец. Помидоры обязательно должны быть зелеными, не бурыми, не красными, а зеленые, даже чуть белесые.
Зеленые помидоры хорошо промываем. Закатывать можно как целыми, так и половинками. Мне половинками больше нравится. Если помидор крупный, лучше разрезать. Укладываем в банку вниз разрезом. Заливаем кипятком, накрываем крышкой, укутываем на 20-30 минут. Это надо для того, чтобы плотные помидоры пропарились и стали мягче. По истечении времени воду сливаем. Снова кипятим и опять заливаем помидор. Накрываем, даем постоять 25-30 минут. Тем временем приготовим заливку. Чеснок, сладкий перец можно пропустить через мясорубку. Но так как я делаю всего на 3 литра, использую терку. Быстро, просто и без хлопот. Для маринада я использую эту же воду. Мне кажется, так они более ароматные. Но можно использовать и новую, чистую. Отмеряем нужное количество воды. Добавляем соль, сахар. Заливку можно добавлять сразу в банку, но я предпочитаю добавлять ее в маринад, для уверенности, что помидоры выстоят зиму. Доводим до кипения. Делаем огонь меньше и вливаем уксус. Горячим маринадом заливаем банки. Закатываем. Банки с помидорами перевернуть дном вверх. Затем укутать и оставить так до полного остывания. Чудесная ароматная закуска на зиму готова. Всем приятного аппетита! Сегодня приготовим консервированные помидоры на зиму без лука и зелени. Все, что вам потребуется, это сам овощ, вода, сахар, соль, уксус. При желании можно добавить перец горошком и листик лаврушки. Банки вымыть, помидоры промыть под проточной водой, дать стечь в воде и уложить в тару. У меня помидор сливка, они отличаются довольно толстой кожицей. Если вы берете помидор с тонкой кожурой, сделайте небольшие проколы в каждом плоде, иначе при тепловой обработке они полопаются. Воду вскипятить и залить помидоры. Накрыть крышкой и оставить на 20-25 минут. Сливаем воду, кипятим и снова заливаем помидор. По истечении 20 минут снова сливаем воду. С одного бутля получается примерно 1,5 литра жидкости. Сюда же добавляем соль, уксус, сахар. В каждый бутыль я добавляю листик лаврушки и 2 горошины черного перца. Кипятим сироп и уже в последний раз заливаем помидор. Закатать, банки перевернуть. Укутать теплым одеялом и дать полностью остыть. Вот такой простой и незатейливый рецепт. Попробуйте, вам обязательно понравится. Свои замечания и советы можете оставить в комментариях под видео. Готовятся они очень просто, а получается невероятно вкусно. Приготовьте помидоры по этому рецепту, и вы будете готовить их каждый год. Для маринада понадобится вода, соль, сахар. Первым делом подготовим помидоры. У меня зеленые и чуть бурые. Пока руки дошли до консервации, помидоры начали доспевать. Тщательно моем овощи, вырезаем плодоножку и делим помидор на 4-6 частей, в зависимости от размера овоща.
зелень, укроп, петрушка без разницы. Я взяла укроп зонтиками. Лук, острый перец по желанию. Лавровый лист, перец горошком. Лук нарезаем полукольцами. На 1-литровую банку я кладу 1 луковицу. В чистые банки кладем лавровый лист, перец горошком и пару веточек укропа. Лук. Плотно утрамбовываем банки четвертинками помидор. Когда банки будут наполовину заполнены, кладем еще пару веточек зелени в каждую банку. Горький перец. Количество выбирайте сами, можно и без него, если совсем не любите острое. Продолжаем наполнять банки доверху. 3 банки я сделала с зелеными помидорами и 1 с бурыми. Принцип консервации для них будет одинаковый. Единственная разница в количестве уксуса. Для зеленых 2 столовые ложки на 1 литр, для бурых 1,5 столовые ложки уксуса. Добавляем в каждую банку 1 столовую ложку растительного масла. Приготовим маринад. В отдельной кастрюле смешиваем воду, соль, сахар. Данные пропорции маринада рассчитаны на 4-5 литровых банок. Зависит, настолько плотно вы разложили помидоры. Как только маринад закипит, разливаем его по банкам. Прикрываем крышкой и отправляем в кастрюлю. На дно обязательно постелите полотенце, чтобы во время стерилизации не треснула банка. С момента закипания стерилизуем банки 10 минут. Достаем и плотно закрываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом до полного остывания. Такая консервация хорошо хранится всю зиму даже при комнатной температуре. А зимой она вас обязательно порадует. К картошке, к плову или даже на праздничный стол. Друзья, сегодня готовим отличную и вкусную закуску. Быстрые маринованные помидоры. Такая закуска отлично подойдет к любому мясу, жареной картошке или даже обычным макаронам или каше. Готовятся маринованные помидоры очень быстро, всего каких-то 12 часов и угощение готово. Для приготовления нам понадобятся помидоры, петрушка, чеснок, черный перец горошком, душистый перец. Для маринада вода, сахар, соль, уксус. По этому рецепту можно мариновать некрупные помидоры любого сорта, но идеально подойдут томаты сливка или дебаро с некрупными мясистыми плодами. Заливать помидоры необходимо остывшим маринадом, поэтому его приготовим в первую очередь. Соединяем соль, сахар, воду. Помешивая, доводим до кипения. Добавляем уксус и кипятим еще 2 минуты. Выключаем и даем полностью остыть. Помидоры тщательно моем. Острым ножом делаем неглубокие крестообразные надрезы на каждом плоде. Заливаем крутым кипятком и даем постоять минуту. Сливаем кипяток и заливаем помидоры уже холодной водой. Даем постоять еще 1 минуту. Тем временем приготовим пищевой лоток, в котором будут мариноваться помидоры. Можно использовать также бутыль или банки. На дно выкладываем петрушку, перец, добавляем измельченный чеснок. Каждый помидор очищаем от кожуры. Я еще обрезаю темные хвостики. Отправляем в пищевой контейнер. Сверху также выкладываем листья петрушки. Заливаем помидоры остывшим маринадом. Накрываем крышкой. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов. По истечении времени достаем закуску и пробуем на вкус. Помидорчики получаются очень нежными, со сладковатым вкусом.
Подаем охлажденными. Хранить такие помидоры нужно в холодильнике. Они отлично выручают в ситуации «гость на пороге». Если у вас есть идеи, с чем можно подавать такую закуску, пишите в комментариях. А также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! Друзья, на моем канале есть еще интересные рецепты, что можно приготовить из помидор. Ссылочки на экране и в описании под видео. С вами была Неля. До новых встреч!